Активное шумоподавление, сенсорное управление этапами, режим прозрачности, 3 микрофона для хорошего звучания при разговорах, обновленный модуль Bluetooth, хорошая автономность, и это все на борту бюджетных наушников, к которым многие однозначно присмотрятся. Так как они имеют защиту от пыли и влаги, разговор здесь не просто про наушники, но и про кейс. И немаловажно то, что выглядят они минималистично и привлекательно, никаких лишних деталей и никаких блестючек. Сейчас все расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 7 обзоров в неделю я выгружаю уже очень давно, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. 25 ноября дополнительно разыграю еще 10 Mi Band. Помимо всего, еще чертова туча розыгрышей и условия которых в описании, включая розыгрыш Pixel 5a, 2 часов, Narza 30 и много еще всего. Читаем описание. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. А сегодня я расскажу вам о наушниках OnePlus Buds Z2. Полетели. Начнем с распаковки. Коробка небольшого размера, квадратной формы. Оформление в бело-красном цвете, и также есть изображение наушников и кейса. Плюс некоторое количество спеков, но они на китайском языке. В комплект входят наушники, зарядный кейс, пара сменных амбушюр разного размера, неплохого качества, кабель для зарядки USB Type-C, инструкция, краткое руководство полностью на китайском языке. Летим дальше. Продаются данные уши в двух стандартных цветах. Белый и черный, но название цветов производитель обозначил немного по-другому. Обсидиан черный и жемчужно-белый. Зарядный кейс изготовлен из глянцевого пластика среднего качества, тактильно приятно, из рук выскользает. Все отпечатки на корпусе, разумеется, видно. Думаю, что с белым цветом в этом плане дела будут обстоять значительно лучше. Пластик мелкие повреждения не собрал за время моего использования, но если кинуть его с ключами в карман, я уверен, что произойдет лютая беда. Форма кейса прямоугольная, габариты компактные, 73 на 36 на 29 мм. Конечно, не такие, как у Xiaomi Feel T2 Pro, обзор на который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, но все же из-за формы и расположения крышки громоздким его не назовешь. Вес бокса без наушников составляет 40 граммов, в карман поместить труда не составит даже вместе с телефоном. На корпусе расположен разъем для зарядки USB Type-C, функциональная кнопка, которую попробую разглядеть, я лично не с первого раза ее заметил. Далее светодиодный индикатор и логотип компании на крышке. Небольшой, но заметный люфт у крышки есть, исключительно в закрытом положении. Открыть одной рукой, на удивление, очень просто. Крышка в открытом положении хорошо фиксируется, внутри на матовом фоне расположены два глянцевых места под наушники, в каждом из которых по два контакта для зарядки. И около вырезов под наушники есть маркировка Left и Right. Наушники в боксе при тряске незначительно гуляют. Если потрясти кейс в открытом положении крышки, то наушники вылетают молниеносно. Хлопок при закрытии крышки глухой, но не из самых приятных. Емкость аккумулятора зарядного кейса составляет 520 мАч. Беспроводной зарядкой нас, конечно же, не порадовали, к сожалению. Полный цикл зарядки от провода занимает 1 час 35 минут. Наушники от кейса можно перезарядить 5 полных раз, что даже очень хорошо. Саморазряд есть за 6 часов, пока наушники лежали вне кейса, улетело 30%, и это прям критично. Переходим к наушникам. Изготовлены затычки из глянцевого черного пластика, а на сенсорной панели управления этапами есть вставка, играющая со светом, но, к счастью, не блестящая. Дизайн для такого типа наушников стандартный, ножка, в отличие от предыдущей версии, отличается только тем, что она укороченная. Пластик скользкий марки, но стойкий к мелким повреждениям. Размеры каждого наушника составляют 33 на 20 на 18 мм по самым объемным частям, а вес одного наушника с амбушюрой равен 4,5 грамма. Посадка в ухе достаточно плотная и комфортная. При длительной носке, если амбушюра подобрана правильного размера, уши практически не устают. При активной жизнедеятельности из ушей не выпадают. Звуковод приемлемых размеров, я бы даже сказал, небольших. 3 мм в длину, форма выхода овальная и в размерах составляет 4,5 мм на 7 мм вместе с выступом для фиксации амбушюр. На корпусе каждого наушника имеется 3 микрофона, 2 контакта для зарядки, сенсорная панель управления этапами, вентиляционное отверстие и маркировка Left и Right. Из этапов на борту управление несовершенным мультипоинтом, воспроизведение, пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, управление режимом шумоподавления и режимом прозрачности, а также управление вызовами. Тапы срабатывают отлично, наушники быстро откликаются. Но здесь есть одиночный тап, что изредка и приводит к ложным нажатиям. Оснащены наушники чипом BES2520Z, сопротивление составляет 16 Ом, шумоподавление до 40 дБ на борту и отрабатывает в целом неплохо, но неполноценно имеет два режима: максимальное и обычное шумоподавление. На 70% громкости, если будете параллельно прослушивать музыку, окружающего ничего слышно не будет. Режим прозрачности есть, и его работой я в целом удовлетворен. Звуки передаются достаточно реалистично, но выносят на передний план шум, который в реальности практически неприметен. Заряд наушников в шторке подключенных устройств отображается, по одному наушники работают, но переподключаются с небольшой задержкой, во всяком случае пока с последней прошивкой. Китайской озвучки у ушей нет, только звуковые сигналы. Сопряжение с ранее подключенными устройствами происходит практически моментально после открытия крышки кейса. Мультипоинт
инструмент есть, но не полноценный, то есть наушники с помощью тапов можно переключать между двумя последними подключенными устройствами. Сенсоры приближения есть и срабатывают с еле заметной задержкой. Анимации лично у меня на телефонах OnePlus 9R, Xiaomi 11T не было. Емкость аккумулятора каждого наушника составляет 40 мАч. Отыграли наушники на 50% громкости по кодеку AAC 7 часов 45 минут с выключенным режимом шумоподавления. Полный цикл зарядки занимает 1 час 15 минут. Быстрая зарядка есть. За 5 минут набегает 20%. И хватает это на 40 минут воспроизведения на 50% громкости по кодеку AAC с включенным режимом прозрачности. Защита от пыли и брызг есть как у наушников, так и у кейса, а именно у кейса IPX4, а у наушников IP55. Бокс испытывать водой я не стал, так как шансов, что он полетит, больше, чем у наушников. А вот наушники водные процедуры прошли успешно, и ни одна из функций не пострадала. Но так делать нельзя. Здесь не такая защита от влаги, чтобы так делать. Далее, для удобного использования на телефонах OnePlus в настройках должны быть доступны все функции приложения для наушников, но у меня на OnePlus 9R ничего нет. Что странно, и при этом я еще и не смог установить приложение для наушников Hey Melody, которое доступно как на iOS, так и на Android системах. Поэтому приложение я установил на Samsung A12 и еще на Samsung S21, как вы видите. Само приложение полностью на английском языке, функций немного от слова вообще. После подключения наушников можно увидеть заряд каждого наушника и кейса по отдельности. Ниже версию прошивки и обновления мне прилетели сразу. Вкладку «Настройка тапов», панель управления, шумоподавления и режимом прозрачности. И самая последняя — проверка на посадку в ухе затычек. На борту Bluetooth последней версии 5.2, из кодеков имеется AAC и SBC. Через стену при движении фризят, и если на улице убирать в карман телефон, также изредка проскакивают фризы. Задержки на YouTube минимально, а в играх задержки хорошо заметны. Комфортно не поиграешь даже с OnePlus. Примеры вы сейчас увидите на экране. На каждом из наушников расположено по 3 микрофона с DNN-алгоритмом шумоподавления плюс физическая защита от ветра. Примеры работы микрофонов вы сейчас услышите. Тест микрофонов беспроводных наушников OnePlus Buds Z2. И кто бы мне сказал, когда я тестировал когда-то давным-давно OnePlus Buds Z, форма которых мне не нравилась, звук которых мне не нравился. Мне не нравилось вообще практически в них ничего, что они выпустят практически такой же продукт внешне, такой же бокс, чуть-чуть лучше собран. Такие же наушники, чуть-чуть они поменяли, чуть-чуть форму, слегка. Там миллиметр, здесь миллиметр. Самое важное, что они наконец-то их собрали по-человечески. То есть здесь нет бешеных зазоров. И мало того, что звук хорош, мало того, что автономность хороша, мало того, что в принципе и подача не особо поменялась, но она все еще хороша, так еще и микрофоны неплохо работают. Сейчас вы слышите, как они работают без шапки. Мимо меня проезжают машины. Не скажу, что тихо, я бы даже сказал, что шума хватает, но я уверен, что вы меня слышите неплохо. Это, конечно, не те наушники, в которых ты можешь сказать, что вы слышите, до какой степени они отлично отрабатывают, как будто я разговариваю по телефону. Нет, не по телефону микрофон прямо у источника, и там получается все цвет, блеск, красота. Здесь хуже, но слушать можно, разговаривать можно. В помещениях вообще шик, блеск, смысла я не вижу никакого вставлять это в ролик. Смотрим дальше. Звучание у данных наушников по мне очень хорошее, частоты сбалансированные, басы четкие и объемные. Сцена выше среднего для затычек. Голос воспроизводит с характерным окрасом, инструменты слышно четко. Но если есть бас, то он может все перекрыть собой. Они ближе к басхедным, я бы сказал. Хотя про ТВС это говорить довольно сложно. Но в целом звучание мне, еще раз повторяюсь, очень понравилось, так как каша появляется только после 85% громкости, и сказать, что она сильно заметная, нельзя. Громкости в наушниках не то что достаточно,
недостаточно, а слишком много, и все зависит от источника звука и качества треков. Проще говоря, выше, чем на 70% я бы точно их не слушал, потому что громкие они. Если вы слушаете громче и вам кажется мало, вполне возможно, у вас проблемы со слухом, сходите обязательно к лору, я не шучу. Если брать другие модели, рядом не лежали. Первый OnePlus Buds Z, они были ужасны по звуку, а OnePlus Buds Pro, к сожалению, лучше. Обзор на них вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Из минусов: нет игрового режима, обрезанный мультипоинт, есть саморазряд, нет беспроводной зарядки. Стоит в районе $79, по ссылке в описании к видео, разумеется, на сейле будет, наверное, в районе 60. Если промокоды посмотрите в моем телеграм-канале, и они уже есть, и они будут действовать 5 дней с 25 до 30 ноября, но если вы смотрите этот ролик после Черной пятницы, не расстраивайтесь, на Алиэкспрессе ежемесячные распродажи, иногда даже 2 раза в месяц. По-моему, 1 месяц только не было распродаж в этом году. И всегда были промики, правда, они разлетались быстрее, чем на крупных сейлах, но это все лирика. Не забудьте подписаться на телеграм-канал со скидками, постарайтесь поучаствовать в розыгрыше 25 ноября 10 Mi Band'ов, 20 уже разыграл 11 числа, 10 будет еще весело. Резюмирую, для наушников до $80 просто топ. Ценник небольшой, дизайн приятный, звучание и микрофоны меня лично порадовали. На борту у данных ушей для их ценового сегмента достаточный набор функций, и при этом никакая из них не выпадает за рамки нормальной и приемлемой работы. Пишите, на что еще сделать обзор. Завтра обзор на Pixel 6 Pro критичный, так что фанатам не смотреть. Сравнивать буду его по качеству съемки с 4 телефонами. И да, несмотря на то, что по качеству съемки, спойлер, по мне он выигрывает, я бы не сказал, что он стоит своих денег на все 100. Но это я. У вас может быть другое мнение. А смотрите вы меня не из-за мнения, а из-за примеров, правильно? Девайсу, конкретно OnePlus Buds Z2. Да, добра и удачи вам, дорогие друзья.